Доброго дня, меня зовут Ермаков Сергей. Я практикующий психолог, исследователь, поэт, автор и разработчик природно-ориентированной психологии и психотерапии. Если хотите узнать подробнее, что это такое, в описании к видео есть ссылка. Обязательно переходите и посмотрите. Кстати, подписывайтесь на мой канал, здесь обязательно будет интересно. Мы продолжаем разговор, посвященный творчеству, который вы можете посмотреть в специальном плейлисте. А сегодня я расскажу вам сразу о 3 книгах, написанных мной в рамках развития природно-ориентированной психологии и психотерапии. Книги эти посвящены описанию и подробному раскрытию возможных алгоритмов работы с отдельными проблематиками психологического спектра. Итак, речь пойдет о следующих книгах. Природно-ориентированная психология и психотерапия. Работа с отношениями в паре. Природно-ориентированная психология и психотерапия. Работа с личностными проблематиками и самопознанием. И третье. Природно-ориентированная психология и психотерапия. Работа с посттравматическим стрессом, зависимостями и переживанием горя. Все эти книги были написаны мной в 2019 году и представляют собой попытку обобщить накопленный к тому моменту опыт и практику применения природно-ориентированной психологии и психотерапии. В видео о том, как создавалась эта система, я рассказал, что ее путь начался приблизительно в 2011-2012 годах. Плюс в период с 2014 по 2018 годы было проведено 5-летнее исследование эффективности природно-ориентированной психологии и ее инструментария. А поэтому к 2019 году обобщать было много чего. Первой была написана книга «Природно-ориентированная психология и психотерапия. Работа с отношениями в паре». Вначале я раскрыл общие принципы понимания отношений в рамках природно-ориентированной психологии и какие вообще в отношениях могут быть проблематики. Затем детально описал опыт работы с 3 парами в качестве примеров, а после выделил алгоритмы работы с проблематиками отношений в паре. Далее по такому же принципу я написал книгу «Природно-ориентированная психология и психотерапия. Работа с личностными проблематиками и самопознанием». Сначала описав, что это такое и какие личностные проблематики бывают, затем описал несколько примеров работы с клиентами, ну и, конечно же, в итоге выделил алгоритмы работы с данной группой проблематик. И третьей книгой из этой серии стала «Природно-ориентированная психология и психотерапия. Работа с посттравматическим стрессом, зависимостями и переживанием горя». Ее внутренняя суть аналогична и состоит в пояснении, что в рамках природно-ориентированной психологии понимается под посттравматическим стрессом, зависимостями и переживанием горя. Приведены примеры работы с клиентскими случаями и выделены алгоритмы работы. А в завершение отмечу, что, во-первых, даже несмотря на то, что описанные клиентские случаи были максимально изменены, на использование информации было получено письменное разрешение каждого из клиентов. Во-вторых, для меня было важно создать четкие и простые алгоритмы для работы с наиболее распространенными и массовыми психологическими проблематиками. И на самом деле это не просто важно для меня, но и, на мой взгляд, необходимо, поскольку природно-ориентированную психологию как систему можно использовать самостоятельно, то есть без психолога, то готовые алгоритмы позволяют эффективнее эту систему освоить и получать от нее пользу. Подчеркну, однако, что эти алгоритмы всего лишь образец, но не конечное предписание. Все эти алгоритмы можно и даже нужно корректировать и настраивать под себя и свою ситуацию. В-третьих, окинув сейчас взглядом свой творческий путь, я обнаружил, что за 2019 год я написал 6 книг, и это мой такой своеобразный рекорд на сегодняшний день. Речь не только про те 3 книги, о которых я рассказал сегодня, но еще и про 3 поэтических сборника, о каждом из которых есть отдельные видео. А именно речь о сборниках «Молодцы и буквицы», «Древо жизни» и «Гримуар».
К слову, о том, как эффективно управлять сложными творческими процессами, я уже рассказывал в одном из видео ранее. Обязательно посмотрите его. Ну что же, на этой ноте будем сегодняшний разговор завершать. Я благодарю всех, кто досмотрел это видео до конца, и напомню, что если вам необходима психологическая помощь, обращайтесь. У меня обширный опыт успешной работы с самыми разнообразными психологическими проблематиками. Под этим видео вы найдете несколько полезных ссылок обо мне, а я желаю вам всего наилучшего и говорю до встречи!